Погреб на даче своими руками. Пошаговое руководство по обустройству. Часть первая. Погреб – важный элемент любого загородного участка. Он незаменим для хранения овощей и фруктов и консервации. В статье содержится информация о том, как построить погреб на даче своими руками. Пошаговое описание поможет учесть массу нюансов, начиная от правильного выбора места и заканчивая монтажом гидроизоляции и электропроводки. Внешнее обустройство постройки также имеет большое значение, а сооружение стеллажей и ящиков поможет эффективно использовать пространство. Разновидность и особенности погребов. Не стоит путать погреб с подвалом. Сооружение своими руками погреба на даче может свестись к простому выкапыванию ямы и минимальному ее обустройству. Выбор типа конструкции зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, от климатических условий региона, финансовых возможностей и прочего. Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче своими руками нужно учитывать место его расположения. Отдельно стоящую постройку возвести проще, чем, например, осуществить строительство погреба под домом. Однако такой вариант потребует большего количества материалов, а значит и финансов. Сделать хранилище под жилым домом или хозяйственной постройкой обойдется дешевле, однако этот вариант ограничен в пространстве. Одним из самых важных популярных вариантов является погреб-ледник. Он отлично справляется с функцией долгосрочного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах. Построить такой тип погреба в частном доме своими руками довольно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и надежностью. Еще один хороший вариант данной постройки – это хранилище из двух секций. Как правило, такой тип используется тогда, когда нужно избежать перемешивания запахов различных овощей и фруктов, которые одновременно хранятся в погребе. Для постройки такого хранилища нужно меньше материалов, чем для ледника. Отдельный тип погреба – винный. Он используется для хранения продуктов виноделия, имеет свои особенности, конструкции и нюансы, которые нужно учитывать, чтобы осуществить правильную постройку погреба. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различную консервацию. Нюансы обустройства погреба своими руками при высоком уровне грунтовых вод. При выборе места под хранилище очень важно учесть такие факторы, как общая влажность грунта и уровень грунтовых вод. Чем он ниже, тем проще будет строить конструкцию, а также реже понадобится ремонт. Если речь идет об отдельном стоящем здании, то стоит выбрать самое высокое место на вашем участке. Определять уровень грунтовых вод лучше всего тогда, когда он максимален, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, то определить максимальную отметку можно по ним. В противном случае придется бурить скважину отдельно. Несколько сложнее будет осуществлять постройку погреба, если близко грунтовые воды. Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь необходимо большее внимание уделить гидроизоляции сооружения. Также при повышенной влажности грунта для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, характеризующиеся повышенной устойчивостью к воде. В таком случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу. Полезный совет: проверить уровень грунтовых вод можно и по народным приметам. Для этого нужно оставить на месте строительства кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху их накрыть глиняным горшком. Если утром и на шерсти, и на яйце будет роса, то грунтовые воды близко, а если только на шерсти – далеко. Рекомендации по строительству погреба своими руками, как сделать максимально эффективно. Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали и какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при шаговом строительстве погреба своими руками. Если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы защитить от пагубного воздействия влаги. Строительство погреба лучше всего начинать летом, когда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке. В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции минимальными.
Для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции. Если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром. Особое внимание также нужно уделить теплоизоляции, когда будет обеспечена оптимальная температура в погребе в любое время года. Выбор инструментов и материалов для строительства является очень важным, поэтому заранее стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками различных типов. Саму стройку нужно осуществлять в четко рекомендованном порядке. Особенности использования различных материалов. Чаще всего при постройке используют такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала. Шлакоблок или вспененный кирпич отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется применять при строительстве подземного хранилища. Силикатный кирпич более прочный, но очень плохо реагирует на повышение влажности. Это значит, что постройка из него не сможет похвастаться длительным сроком эксплуатации. Красный кирпич является идеальным вариантом для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, можно узнать из многочисленных пошаговых инструкций от специалистов. Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру. Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние. А в этом случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения. Обратите внимание, использование бетонных плит, армированных металлом, тоже возможно, но в таком случае поддерживать нужную температуру будет достаточно сложно, поэтому данный материал не стоит использовать для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукт. Погреб на даче своими руками – пошаговое руководство для строительства. Четкое соблюдение последовательности действий является залогом правильного погреба. Как сделать постройку максимально эффективной, потратив на это минимум времени и усилий? Для этого монтажные работы нужно выполнять в определенном порядке. Обустройство ямы. С выбранного участка снимается дерн, после чего земля разравнивается и выполняется разметка. На многих фото погреба своими руками видно, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника. Но если нет такой возможности, то можно использовать лопаты и заступы. Преимущество работы ручным инструментом состоит в том, что это позволяет сохранить структуру грунта. Если земля на выбранном участке рыхлая, то стены ямы должны идти под углом, чтобы избежать осыпания. Габариты погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть на 0,5 метра больше, чем размер самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанную плодородную землю можно распределять по дачному участку. Ровность дна после окончания работ нужно замерить уровнем и подправить, если это необходимо. Возведение фундамента. Если без этого этапа можно и обойтись, просто засыпав дно котлована щебнем или залив битумом, обустройство фундамента позволит повысить уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод. Как сделать фундамент максимально эффективным, но не особо дорогим? Для этого можно использовать армирующий каркас, поверх которого заливается бетонная смесь. Рекомендуемая высота фундамента составляет около 40 см. Монтаж фундамента является обязательным условием при строительстве погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как сделать фундамент правильно, подскажут тематические видео в интернете. Возведение стен.
Если вы используете для строительства погреба под домом своими руками кирпич, то вам понадобится ряд специализированных инструментов. К ним относятся мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работ следует воспользоваться помощью еще одного человека. В качестве соединяющего кирпича раствора можно использовать смесь глины с песком или же цемент. При строительстве подземного или наземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, а первый ряд укладывается без использования раствора, чтобы точнее спланировать положение стены. Кирпич следующих рядов в раствор нужно утапливать до такого момента, пока толщина шва не станет равна примерно 12 мм. Полезный совет: обязательно используйте при укладке стен строительный уровень и отвес. При помощи первого проверяется, насколько ровно уложен кирпич, а при помощи второго – правильность углов. Монтаж перекрытия погреба своими руками. При строительстве потолка лучше всего использовать деревянные доски. Если сооружение строится под домом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а потолок наземного погреба на даче своими руками пошагово делается из плит ПКЖ или шифера. При этом поверхность может быть плоской или двускатной. Теплоизоляция должна делаться по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли. Промежуток между деревянными балками и кровельным материалом заполняется слоем теплоизоляции.